Здравствуйте, друзья! Женщины часто жалуются на то, что им не хватает мужского внимания, сложно найти свою половинку. Отчаявшись, многие пытаются найти способ, как убить в себе женственность или скрыть ее за ширмой хлопот. Для того, чтобы осознать, насколько ты женственна, нужно сравнить себя с образцом. Верю, что у вас хватит смелости осознать те вещи, которые, возможно, препятствуют проявлению вашей женственности. Итак, остановимся более подробно на рассмотрении тех вещей, которые способны убить женственность. Первое – это чрезмерная социальная активность. На самом деле, женщина пытается возмещать недостаток любви таким образом, но это не работает. Она должна заниматься внешней деятельностью только в свободное от семейных обязанностей время и только для души. Второе – суета. Женщина взваливает на себя то, что не может дотянуть, тогда она начинает суетиться. Суета и удовлетворение – это несовместимые вещи. Третье – работа. Возникает вопрос «почему?». Женщина преодолевает там трудности. Даже если это женская работа, но отнимает много времени, это уже препятствие для того, чтобы женщина занималась домашними делами. Если женщине работа не нравится, если она через силу встает утром и идет туда, значит это не женская работа. Четвертое. Некоторые предметы одежды, а именно брюки. Это мужская одежда. Также, если у женщины ограниченный, скудный, бледный или нелюбимый ею гардероб, сюда же относится и отсутствие шкафа, в котором женщина хранит весь свой гардероб. Шкаф для мужчины ничего не значит, а для женщины это целый отдельный мир. Далее. Не женская стрижка. Это не значит, что она короткая или длинная, хотя чем длиннее, тем для женщины лучше. Она должна быть аккуратной, ухоженной. Короткая – практичнее, но практичность – это слово из мужского лексикона. Отсутствие украшений или неумелое пользование аксессуарами. Обязанность мужчины – дарить украшения. Неважно, бриллианты это или простая бижутерия. Возможности у всех разные. Женщины же должны украшать себя этими подарками. Отсутствие ухода за своим телом. Отсутствие постоянной физической нагрузки также убивает женственность, как и отсутствие косметических процедур. Отсутствие хобби. Это занятие для души, которое не приносит денег, а приносит только моральное удовлетворение. А мужчина должен быть в курсе. Если женщина любит шить, нужно ей купить швейную машинку. Если это караоке или танцы, нужно давать ей возможность этим заниматься. А женщина должна понять, что это нормально, и выделять на это достаточное количество времени. Идем дальше. Отсутствие творчества. Может показаться, что это то же самое, что отсутствие хобби. Но это разные вещи. Цветы, клумбы, интерьеры. Женщина должна жить творчески. У нее должен быть кусок вселенной, где она будет проявлять это творчество. У мужчины тоже есть дела в доме, которые женщина не может делать. У него выходной, и он работает по дому, делает то, что накопилось за неделю. Если он будет в выходной лежать весь день, он деградирует. Попытки руководить также не способствуют проявлению женственности. Женщина очень хорошо может руководить, но лучше ей этого не делать. Это не ее природа. Женщина должна вдохновлять. Внешние вещи решает только мужчина. Например, женщина сама попросила взять кредит, а потом с ума сходит, как его выплачивать. Такие вопросы решает только мужчина, а женщине лучше вообще не знать об этом. Не придают женственности конфликты. Женщина не должна участвовать в конфликтах. Ее общение должно быть неконфликтным. Особенно это касается общения с мужчинами. Если она конфликтует с ними, она становится грубее. Следует также избегать мужских обязанностей. Закручивание гаек, перестановка мебели, управление предприятием, командование ротой, зарабатывание на семью, кредиты, ипотеки и так далее. Это все мужские обязанности, и женщина в них не должна участвовать. Конкуренция тоже убивает женственность. Женская природа разрушается при конкуренции. У женщины нет потребности бороться за то, чтобы быть самой лучшей для кого-то. Ей не нужно доказывать ему, что она лучше, чем другие. И здесь не нужно думать, что она станет эгоисткой. Современная женщина себя не любит, до женского эгоизма ей далеко. Не прибавит женственности и гордыня.
Это когда женщина всегда считает «я сама», или когда она в любой ситуации думает «я могу лучше, быстрее, качественнее». Иногда гордость может заключаться даже в фразе «а зачем унижаться и просить?». Не добавить женственности и стремления или привязанность к результату. Это когда женщина ставит условия, то есть она говорит, если этого не будет, мне будет плохо. Разумная женщина довольна тем, что есть, иначе она начинает думать, что сама пойдет и добудет свои 5 копеек. Но женщина не испытывает счастья, когда платит за себя свои деньги. Она чувствует счастье, когда это делает для нее мужчина. Также не стоит жаловаться. Женщина не жалуется, она проговаривает то, что она чувствует. А когда жалуется, тогда обязательно кто-то становится виноватым. Разница между просьбой и жалобой выражается в настроении. Отсутствие полноценного сна также не сделает женщину более женственной. Если она поздно ложится, она поздно встает. У женщины должны быть все условия для нормального сна, а в идеале вообще отдельная комната. Не придадут женственности и мужские виды спорта или отдых. Рыбалка, баскетбол и футбол не красят женщину. И последним таким фактором является отсутствие личного времени. Просто для себя и просто на женскую ерунду. Женщине обязательно нужно тратить время на ерунду, а иногда и деньги тоже. Вот и все, дорогие друзья. Спасибо всем, кто досмотрели видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Всего всем доброго.